Лето 1973 года. Исландский катер береговой охраны вплотную подходит к британскому рыболовному траулеру. Патруль приказывает капитану покинуть территориальные воды Исландии. Британцы отказываются. Исландия признала эти воды своими совсем недавно, в одностороннем порядке и вопреки международным договоренностям. Тогда исландский катер таранит британский корабль, а затем обходит судно с кормы и специальным устройством перерезает натянутый металлический трос британского траулера. Трос бьет по палубе как хлыст. Рыбный улов идет на дно, а в сети рыба стоимостью $5000. В результате столкновения погибает корабельный механик. И вот две страны НАТО оказываются на пороге открытого столкновения. Это эпизод Тресковых войн. Так британская пресса называет противостояние между британцами и исландцами за право ловли рыбы, в основном трески и пикши. Ловли у берегов Исландии. По мнению исландцев, британцы ловят слишком много рыбы и слишком близко к исландскому берегу. По мнению англичан, они имеют на это полное право, ведь моря общие. Британцы выделяют 3 тресковые войны в 20 веке. Исландцы считают, что таких эпизодов 10 и ведут отчет с 15 века. Они потомки скандинавов, которые приплыли к берегам острова еще в 9 веке. Маленький, но гордый народ, который за свою рыбу готов сражаться с оружием в руках. На острове мало полезных ископаемых. Основной промысел жителей – это море. Англичане, в свою очередь, на протяжении веков регулярно громили испанскую и голландскую эскадры, чтобы самим рыбачить в северных водах и запретить другим кораблям вылавливать рыбу у собственных берегов. Чем совершеннее были морские суда англичан, тем дальше они заплывали. В 1414 году датский король жаловался, что англичане оставляют Исландию практически без рыбы, то есть без главного источника дохода. Он даже запретил торговать с Англией. Тогда Исландия входила в Кальмарскую унию. Это союз нескольких государств под властью Дании. Но с 15 по 18 век действовал принцип свободных морей. По нему государства договорились считать воды своими на расстоянии пушечного выстрела от берега. Это примерно 3 мили. А дальше моря для всех. При этом английские купцы каждые 7 лет заключали договоры, которые разрешали им рыбачить у берегов Исландии. В 18 и 19 веках Англия переживает промышленный переворот. А к середине 19 столетия ее уже называют мастерской мира. Новые суда добывают все больше рыбы. Железные дороги позволяют развозить улов вглубь страны. Блюдо Fish and Chips, недорогая закуска из рыбы и жареного картофеля, становится любимым обедом рабочего класса Англии, практически национальным блюдом. В то время Исландия – бедное государство под управлением Дании. Жители занимаются натуральным хозяйством и рыболовством. Часть улова экспортируют. В XIX веке Британия уже использует паровые рыболовецкие суда. У исландцев сравнительно небольшие деревянные лодки. Их улов значительно меньше, чем у морских держав, которые рыбачат неподалеку. Есть риск, что рыбы всем не хватит. В 1893 году Дания заявляет, что закрывает воды для иностранных судов в 50 милях от берега Исландии. Но Британия игнорирует это требование. Более того, отправляет военные корабли в поддержку своим рыбакам. Дания пытается защищаться с помощью собственного военно-морского флота. В апреле 1899 года у берегов Фарерских островов датский патрульный корабль задерживает британский траулер «Каспиан». Капитан английского судна приказывает помощнику уводить судно, а сам переходит на борт датского катера. Датчане открывают огонь, но британцам удается скрыться. По решению датского суда капитан месяц просидит в тюрьме на хлебе и воде. В 1901 году Великобритания заставляет датчан заключить соглашение на 50 лет, по которому устанавливается ширина территориальных вод Исландии и Фарерских островов, традиционные 3 мили. А в середине 20 века противостояние переходит на новый уровень. 9 апреля 1940 года гитлеровская Германия всего за 6 часов захватывает Данию. Чтобы не отдавать нацистам стратегический плацдарм, в мае в Исландии высаживаются англичане, а годом позже – американцы. Уже в 1944 году исландцы голосуют за независимость от Дании. Тем временем у берегов Исландии вовсю рыбачат корабли других стран. Популяция рыбы сокращается. В
В 1952-м Исландия заявляет о расширении приграничных вод с 3 до 4 миль. Исландцы требуют, чтобы ни британцы, ни другие народы не заходили в их воды. В ответ Великобритания подает жалобу в Международный суд ООН в Гааге, закрывает свои порты для исландских кораблей и перестает закупать их рыбу. Это серьезный удар по экономике Исландии. И тогда исландцы идут на шантаж. У страны нет постоянной армии. При этом с 1949 года она член НАТО. На острове размещена военная база. Сначала аэродром используют англичане, а с 1951 американцы. В разгаре холодная война. База НАТО в Исландии нужна, чтобы не давать советским подводным лодкам тайно проходить между Британскими островами и Исландией, а заодно, чтобы отслеживать советские разведывательные самолеты. И вот исландцы угрожают, что выйдут из НАТО. О своем желании покупать исландскую рыбу тут же заявляет Советский Союз. Отсюда знаменитая исландская селедка. Исландия заключает с Москвой долгосрочный торговый договор, по которому Союз закупает мороженое рыбное филе и сельдь. А это 30% исландской экспортной рыбы. В таких обстоятельствах Соединенные Штаты Америки не могут оставаться в стороне. Они тоже покупают рыбу у маленького островного государства. Ведь база на острове им очень нужна. А в 1956 году Организация Европейского экономического сотрудничества заставляет Великобританию признать 4 мили исландскими. Фактически надавливают Штаты. В 1957 году улов рыбы снова снижается. Правительство повышает налоги на экспорт до 55%. Цены растут. По всей стране поднимаются забастовки. В 1958-м правительство Исландии снова объявляет о расширении приграничной зоны. На этот раз с 4 до 12 миль. Британцы снова не согласны. А для защиты своих судов они отправляют эскадру из 53 кораблей. Как раз конфликт 1958 года в Британии называют Первой Тресковой войной. Исландцы обшивают бывшие рыболовецкие суда броней, укрепляют носы и выставляют пушки. Малочисленная береговая охрана пытается арестовывать британские траулеры. По воспоминаниям моряков, выглядит все это довольно комично. Британские рыбаки поднимаются на палубу и забрасывают исландцев картофелем, яйцами и мешками с мукой. Исландцы пытаются взять суда на абордаж, а когда не получается, идут на таран. И так продолжается 3 года. Наконец, на конференции ООН Британия соглашается признать 12-мильную зону за исландцами. Взамен Лондон получает право в течение 3 лет ловить рыбу за пределами 6-мильной прибрежной полосы. Так заканчивается Первая Тресковая война. Но мир будет недолгим. В Исландии растут цены, жители бастуют. В 1972 году рыбный улов снова сокращается. Власти заявляют о расширении прибрежной зоны до 50 миль. На этот раз британцев поддерживает ФРГ. После войны Германия не может иметь собственный флот, но предоставляет англичанам корабли снабжения и охраны. Начинается новый виток тресковых войн. Исландские катера требуют от британцев покинуть их воды. Перерезают тросы траулеров, портят сети, оставляют британцев без улова. Перерезанные металлические тросы хлещут по палубам и угрожают жизни моряков. Британцы подтягивают новые суда Королевского флота, которые пытаются отвлечь исландские катера. В Рейкьявике проходят акции протеста. Демонстранты бьют окна в британском посольстве. Правительство Исландии отзывают посла из Лондона. Запрещает британским ВВС пользоваться своими аэродромами и подает жалобу в Совбез ООН. К тому же ведет переговоры о закупке быстроходных катеров у Советского Союза. Британия обращается в Международный суд, тот признает: англичане правы. Государство не может самостоятельно определять свои морские границы, не считаясь с международным сообществом. В мае 1973 года исландская канонерская лодка «Эгер» обстреливает и едва не топит британский траулер «Эвертон». Погоня длится около часа и прекращается только когда на помощь британскому кораблю приходят 2 фрегата. В Лондоне заявляют протест. В августе 1973-го уже британский фрегат «Аполло» пытается потопить исландский сторожевой катер. Гибнет исландский моряк. Вспыхивает международный скандал. Стороны ведут переговоры на уровне премьер-министров. Лондон отзывает свои траулеры из 50-мильной зоны. Британия и Исландия заключают двухсторонний договор. Англичане получают квоту. Они могут вылавливать 130 тысяч тонн рыбы ежегодно. Однако инфляция в Исландии растет,
В результате извержения одного из вулканов разрушен крупнейший рыбный порт и центр по переработке рыбы. В 1975-м правительство Исландии замораживает зарплаты, повышает цены и привлекает иностранный капитал. Жители реагируют всеобщей забастовкой. Рейкьявик снова вынужден расширить прибрежную зону, теперь уже до 200 миль. Начинается новый конфликт, который принято называть Третьей тресковой войной. Исландия договаривается о квотах с ФРГ, но не с Британией. 22 английских военных фрегата и 7 кораблей снабжения вновь встают у берегов острова. Союзники предлагают Британии отказаться от трески и есть окуня. Но британцы не хотят. Окунь слишком жирный. Стороны идут на переговоры. Премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон ставит условия. В это время не может быть провокаций. В Рейкьявик прилетает британская делегация во главе с Роем Хаттерсли, лейбористом и депутатом парламента. За полчаса до прибытия англичан исландцы вновь разрубают трос у британского траулера. Несмотря на это, Хаттерсли принимает решение продолжить переговоры. Он предлагает все новые и новые уступки. Исландский министр иностранных дел отклоняет их день за днем. Тем не менее, один из исландских переговорщиков заметил: в среде ученых эта тресковая война считалась чрезвычайно дружественной. Англичане – наши лучшие враги. И все же переговоры проваливаются. Доходит до разрыва дипотношений. За 5 месяцев зафиксировано 55 случаев столкновений. Во время одного из них перерезанный трос убивает британского рыбака. Исландия снова грозит выходом из НАТО, а это значит, что страна может оказаться под влиянием Советского Союза. На Британию снова давят американцы, и в результате Лондон соглашается на сокращение своих квот на рыболовство. В мае 1976 года Великобритания подписывает соглашение, по которому признает требования Исландии. В июне страны восстанавливают дипотношения. После подписания соглашения в течение полугода только 24 британских траулера имеют право находиться в исландских водах. По истечении 6 месяцев только с разрешения исландского правительства. Лондон трижды проигрывает в тресковых войнах. Он уступает шантажу, его побеждает маленькое государство без армии, десятки тысяч человек теряют работу. Ремонт военно-морских судов обходится короне больше, чем в 1 000 000 фунтов стерлингов. Сегодня, в знак примирения в тресковых войнах, в небольших деревушках в обоих государствах установлены памятники, обращенные друг к другу. А в 1982 году принята Конвенция ООН по морскому праву. Она устанавливает исключительную экономическую зону шириной 200 морских миль. Это положило конец противостоянию Исландии и Великобритании. Однако рыбные войны ведутся постоянно. По данным ООН, в них вовлечено больше 100 государств. Австралия конфликтует с Японией из-за тунца. Северная и Южная Корея из-за крабов. Канада с Испанией из-за палтуса, а с Америкой из-за нерки и кижуча и так далее. Треска сегодня находится в списке уязвимых рыб. И хотя она не на грани вымирания, ее вылов ограничен.